Привет! Добро пожаловать в новое видео. И сегодня я буду краситься. Я решила показать вам сегодня свой самый популярный макияж. Короче, тот макияж, который я делаю практически каждый день, это самый обычный макияж с акцентом на губы. И сегодня есть некоторые события, на которые я пойду. И, собственно, я крашусь перед этим, и у меня не очень много времени для того, чтобы сейчас здесь очень много разговаривать, потому что мне выходить буквально минут через 40. И, наверное, мы начнем, а пока я буду краситься, я просто вам буду рассказывать про то, куда я пойду и что я буду сегодня делать, собственно, да? Для начала я надеваю свои ушки, чтобы мне не мешали волосы. Так, в кадре все нормально? Вроде все нормально. Я вроде все проверяю, вроде все работает, но я не уверена до конца. Первое, что я делаю, это наношу SPF, хотя здесь в Голландии не то чтобы очень много солнца, точнее, он уже почти закончился, супер. Ну давай, чуть-чуть. Блин, засрала все. На самом деле SPF это очень важно, даже если нету солнца, то все равно пользуйтесь SPF кремом, пожалуйста. Блин, я забыла спонж. Я вернулась. У меня просто есть косметичка, которую я пользуюсь каждый день практически. Типа там спонж, тональник и все такое. А есть косметичка, которой я пользуюсь не каждый день. И они разделены. Та, которая каждый день в ванной, короче, стоит. Там не так много, она не такая большая. Ну, короче, я забыла спонж там. Первое, что я делаю, это наношу тональник. В принципе, одного нажатия мне достаточно. У меня остались некоторые остатки от высыпаний. Дело в том, что я деру прыщи, да, все об этом знают, я думаю, уже. И у меня остались не прыщи, а именно ранки после прыщей. И они проходят очень долго, к сожалению. На самом деле, если бы это были прыщи, они бы уже прошли давно, если бы я их не драла. Я не уверена, что я хочу сегодня пользоваться консилером. Возможно, это будет чересчур. Просто покрою небольшим количеством тонального крема. И на этом все. А может быть и нет. Посмотрим. Я так спешу. Я выбрала идеальное время для того, чтобы показать повседневный макияж. На самом деле я примерно так и крашусь. Вот в таком темпе. Но, если честно, в последнее время и не то чтобы крашусь много, часто и прям каждый день, скорее, может быть, пару раз в неделю максимум, типа на выходных, а каждый день я не крашусь уже давно, я все-таки решила нанести консилер. Я наношу консилер сейчас вот сюда вот, типа в эту зону. Так вот, небольшое количество, и вот тут вот тоже небольшое количество. И, в принципе, все. Я бы еще могла закрасить, конечно, вот это вот все, но на самом деле вот эта вот штука, она сухая, потому что это как бы ранка, и она шелушится, и если она мажет туда консилером, это будет выглядеть очень плохо, типа оно не скроет, оно не перекроет вот это вот все, оно просто сделает хуже, поэтому я предпочитаю не мазать прыщи консилером. Особенно если у вас эти прыщи, там типа ранка засохла, типа лучше не надо. Потому что так это выглядит просто как ранка, а когда вы это замазали, это выглядит просто как страшная кожа. Дальше. Next. Я укладываю брови. У меня есть вот такая вот штучка. Видно, нет? Ну, короче, я надеюсь, что видно. Это просто прозрачный... Ну, выключи музыку, я уже покушала. В смысле, у меня 4 бутерброда? Ну, чтоб тебе больше было.
Все, я включила видео. Не. Дай. Смотрите, сейчас я покажу, как это видеть надо. Ну это же смешно, нет? Если нет, то ладно. Короче, произошел небольшой перерыв на Филиппа. Сначала я, укладываю их вот так вниз, а потом и вот эту тоже желательно бы 2 сразу, а потом поднимаю их вот так наверх и придаю типа нужную форму, какую надо. Я не знаю, типа, как это хорошо работает или нет, но, по крайней мере, они лучше фиксируются. В принципе, пока я крашусь, я могу несколько раз их расчесывать гелем. Так будет лучше фиксация, и они вообще никуда не сдвинутся. Сейчас я использую вот такие вот румяна. Вот они. Боже, как же там видно, не видно. Сюда. Вот такие вот румяна. Они вот такого вот оттенка. Очень такие с розовинкой. И наношу я их на глаза вот такой вот кисточкой. Я использую румяна как и тени, как вообще все. Вообще я наношу на пол лица обычно. Но сегодня я не хочу на пол лица. Сегодня я хочу чисто на веко нанести. Чуть-чуть, просто чтобы был какой-то цвет. Наношу чуть-чуть наверх и остаток наношу на низ века. Получается, как будто бы, ну, типа, не спал долго. Но мне нравится этот эффект, как будто много работаешь. Беру пушистую кисточку и вот так вот чуть-чуть как бы лишнее тушую, да. Так они не такие яркие и более растушеванные. Вообще было бы неплохо нанести, наверное, пудру. У меня вот такая вот Анастасия, потому что я Анастасия, и она вот такая вот типа... Сейчас она не рассыпется. Ну, короче, вы поняли. Рассыпчатая. И я ее наношу совсем буквально чуть-чуть на кисточку. Вообще было бы хорошо наносить ее спонжиком, но у меня такого нету. И я вот чуть-чуть буквально вот так вот по лицу вожу, вот так вот. Чтобы просто, особенно вот здесь вот по бокам, чтобы просто не липнуть к окружающему всему, потому что тональник липнет. Вообще, надо было бы сначала, наверное, нанести пудру, а потом уже укладывать брови и наносить румяна на веки, но, в принципе, какая разница? От переменами слагаемых сумма не меняется. Так, кстати, забавный, интересный факт. У меня вот прыщи только тут, потому что правой рукой я обычно что-то пишу, или там телефон держу, или что-то делаю, а левая рука у меня свободна, и она постоянно находится у меня на лице. И из-за этого вот эта сторона у меня абсолютно чистая. Тут абсолютно нет ни единого прыщика, кроме 2 родинок. А вот эта сторона как бы страдает. Поэтому мне подруга предложила купить антистресс. Наверное, я так и сделаю. И буду, когда я делаю что-то правой рукой, в левой руке просто теребить этот антистресс, и чтобы нормально все было. Потому что, ну, это плохо, да? Дальше. Что мы делаем? Я наношу, у меня есть вот такие тени, очень грязные, извините. Я наношу вот этот цвет, самый темный, вот такой вот скошенной кисточкой. Делаю небольшую стрелку на глазах. Мне больше всего нравится делать стрелку именно коричневыми тенями, потому что это выглядит более естественно, во-первых. А во-вторых, это очень просто. То есть ты просто берешь так путь. Так вот. Так вот. Не надо, типа, сильно заморачиваться. Иногда можно себе пальцем помочь. Немного подтушевав стрелку.
Если вам кажется, что они разные, вам не кажется, они разные. Ну, я тут как бы на мастера, на звание мастера, ну, это как бы на мастер... Блять, как сказать? Но я тут на звание мастера не претендую, поэтому в этой технике. Поэтому и так сойдет. Ну, типа, разные и разные. Глаза у нас тоже разные. Ничего в мире нет, ничего симметричного. Поэтому нормально. Из-за естественности. Типа, тушь. Раньше, когда я красила глаза тушью, они выглядели очень естественно, и мне не очень нравилось. Сейчас, когда у меня черный цвет волос, они выглядят более хорошо. Так, кстати, я совсем забыла, что планировала же, пока крашусь, рассказать вам, куда я, собственно, собираюсь. А собираюсь я на воскресный бранч. Вот это, конечно, да. Это, конечно, ничего себе. Дело в том, что у нашей начальницы и у нашего начальника, где мы работаем на работе, сегодня годовщина. Точнее, она была вчера, но отмечаем мы ее сегодня, потому что, видимо, вчера они отмечали ее вместе. И они нас пригласили на воскресный бранч, потому что они уже вообще-то 40 лет вместе. Вот вы представляете, люди 40 лет вместе. Им сейчас по 60, то есть они поженились в 20, у них 4 детей, у них совместный бизнес, они все делают вместе, и они вместе до сих пор. Я в шоке просто, если честно. Иногда кажется, как будто ты вот, типа, не знаю, встречаешься там год, и ты такой, ого, так много, целый год, ничего себе, а тут 40 лет. Люди, 40 лет. И до этого, до того, как они поженились, они же тоже до этого встречались, то есть они всего вместе, типа, они только в браке 40 лет, а всего вместе, типа, еще больше. Капец. Дальше, самое интересное, это губы. Обычно, и мне очень нравится сейчас наносить яркую помаду, красную, и для этого я купила вот такую вот помаду. Это, короче, с Хема, местный магазин, и она очень дешевая, но при этом она мне очень сильно нравится. Она не пересушивает губы, она более-менее нормально держится. Она, ну, короче, у меня вот таких вот несколько штук есть. 3 штуки всего у меня таких из этой же серии, и мне очень зашло вообще, если что, если честно. И для начала я беру вот такой вот бальзам и увлажняю губы, просто чтобы было. Он уже немножко с цветом и пахнет арбузом. Теперь я беру вот эту помаду в оттенке 85. Это такая, типа, красно-бордовая такая, красивый цвет, и наношу ее не просто вот так вот прям, а такими вбивающими движениями, то есть вот так вот. Ничего страшного, если не ровно. Вот тут вначале можно, в принципе, и полазить. Как-то так. Конечно, ужасно неровно, но сейчас мы это исправим, да? Пальцы, потому что есть. Так, и я просто беру и по краю так чуть-чуть пальцем растушевываю. Мне еще нравится чуть-чуть заходить на вот эту вот, как она называется, стрела Купидона, или как, ну, короче, на вот эту вот птичку, чуть-чуть наверх. Это как будто бы увеличивает губы. Мне не нравятся четкие контуры. Мне нравится больше, когда губы более растушеваны и такой, типа, эффект поцелуя. Типа, после того, как ты там поцеловался, и вот это вот такой, типа, мне это нравится. И еще момент. У меня есть вот такая вот штучка. Это, короче, блеск для губ. Пахнет вишней. Не цепляется, не прилипают к нему волосы, и при этом великолепно выглядит. Мне очень нравится. Я наношу его только на серединку губ, не на всю поверхность, а вот только вот тут вот, типа вот сюда и вот сюда вот.
Вот так. В принципе, на этом все. Макияж макияж объявляю законченным. И сейчас вообще было бы идеально сделать что-то с волосами, потому что они у меня... Я их мыла вчера, и они у меня чуть-чуть торчат в разные стороны. Поэтому сейчас я возьму плойку и, наверное, чуть-чуть их подровняю. Я ее купила вчера. Я не умею ей пользоваться. Но сейчас попробуем что-то сделать. Я вчера пыталась выпрямить волосы так. У меня это не очень получилось, как можно заметить. Ну, правда, да, я, конечно, поспала, но работаешь. Я вчера чуть не подпалила себе ухо и руку. Случайно. Сейчас главное инвалидом случайно не остаться. Так, я, наверное, чуть-чуть сначала расчешу. В принципе, волосы более-менее прямые, я просто их сейчас немножко сделаю еще прямее. Вообще, я вот так выпрямляю и чуть-чуть подкручиваю низ. Если что, я пользовалась защитой для волос. Когда-нибудь я изучу эту технику, короче, укладывания волос, и сниму отдельное видео про то, как укладывать волосы в каре. Потому что меня эта тема очень интересует. И, честно говоря, я... Там вообще сзади как? Как можно заметить, с прошлого видео мои волосы стали еще короче. Да блин, да как тебя выровнять? Ты задолбал туда торчать. Вы это видите? Или нет? Что это, блин, такое? Так, ладно, все, а то я сейчас тебе нахрен все волосы спалю. Я вернулась. Мне вообще не очень нравится, когда я просто вот так вот выгляжу. Хотя, возможно, так тоже неплохо с макияжем, если... Мне больше нравится, когда я закалываю одну сторону. Что ж, вот такой вот макияж. Спасибо за то, что посмотрели. Возможно, вы повторите. Ага. Губы. Зои. Спасибо. Вот такой вот макияж. Спасибо, что посмотрели. Возможно, вы повторите. Возможно, нет. Возможно, вам понравилось. Возможно, нет. Я не знаю. Напишите об этом в комментариях, чтобы я знала. И встретимся в следующем видео. А сейчас я продолжу дальше собираться. И, возможно, покажу кадры с бранча. Что там, как это будет вообще проходить, мне интересно. Ни разу не была на воскресных бранчах. Ладно, все, пока-пока. It's your station, Nadia. Yes, it's my station.